Еще немного, и японцы возненавидят иностранных туристов, поэтому пока это не произошло, сегодня хочу вам рассказать о топ-10 вещах, которые лучше не делать в Японии. Всем привет, с вами Тори-чан, и если вы не знаете, о чем я говорю, в Японии недавно было несколько не очень приятных инцидентов, связанных с иностранными туристами. Первое, это когда люди начали скапливаться возле магазина Lawson на фоне вулкана Фуджи-сан, потому что получается очень красивая фотография, и это завирусилось в Инстаграме и ТикТоке, и местные люди были очень недовольны, потому что туристы им мешали. Люди парковались на парковке магазина, при этом не пользуясь магазином, также перебегали через дорогу на красный свет, и это было довольно опасно иногда, поэтому японцы начали подавать жалобу, и город решил проблему очень простым способом, они поставили стену там, потому что подумали, что туристам будет трудно донести, что не нужно себя так вести. Второе, это то, что недавно запретили вход в одну из улиц в Киото в районе Гион, и изначально эта улица была частная улица, где просто находились частные дома, также там ходили гейши и майко, которые шли на работу, и туристы мешали опять-таки местным людям, потому что фотографировали гейш и майко, которые спешили на работу, также фотографировали чужие жилые дома и лица людей, кто там живет, и поэтому запретили вход туда как иностранным туристам, так и японским туристам. И третье, это то, что сейчас очень много людей пытается забраться на вулкан Фуджи, и из-за этого Фуджи-сан превращается в туалет, потому что, опять же, не все соблюдают манеры и правила. Японцы с собой часто носят переносные туалеты на случай, если вдруг не дотерпел, но у иностранцев это не настолько развито, поэтому многие люди просто где захотели, там и сделали свои дела. Многие японские правила и манеры уникальны для этой страны, поэтому, конечно же, японцы не ожидают, что вы будете абсолютно все знать и соблюдать, но если вы знаете базу, то проблем у вас точно не будет. Поэтому поехали. Топ-10 вещей, которые лучше соблюдать в Японии и чего лучше не делать. Первое. В Японии, если вы видите камень, который стоит на дороге в храме, допустим, или на традиционной улочке, или если это бамбуковая палочка, которая вот так вот горизонтально стоит на подставочках, то это знак «стоп». Да, это традиционная такая японская вещь, которая обозначает, что дальше идти нельзя. Японцы не очень любят знаки, которые огромные знаки с кучей надписей «Пожалуйста, не идите дальше, это частная территория» или «Пожалуйста, не идите по мху в храме, потому что он растет очень много лет и за ним ухаживают, не ходите по этому мху». Японцы все более скрыто показывают, поэтому не все иностранцы, конечно же, понимают это с первого раза, но если вы видите камень, значит, что туда идти дальше нельзя. Часто это бывает в храмах или в каких-то традиционных улочках японских. Допустим, та же улица в Киото-Гион, там тоже, скорее всего, была эта бамбуковая палочка, которую иностранцы просто переступали и шли дальше. Второе. Соблюдайте правила пользования общественным транспортом. Да, это само собой понятное дело, но в Японии очень много правил, как нужно себя вести в общественном транспорте, как поезда и автобусы. Допустим, в поезде или автобусе нельзя громко говорить. Да, вы можете переговариваться, но желательно делать это не очень громко. Даже если вы думаете, что вы говорите обычно, это, скорее всего, громкий уровень для Японии, потому что японцы очень тихие. Также нельзя говорить по телефону, желательно совсем не говорить, или если это срочно, то очень тихо и где-то возле двери, но нежелательно. Не советуют слушать музыку на высокой громкости, иначе это может кому-то помешать и быть слышно. В поезде нельзя есть и пить. Я не говорю сейчас о воде, я говорю о пиве или о кофе даже. Если, допустим, вы стоите и пить одновременно, это в Японии считается не очень хорошо, потому что вы можете разлить на кого-то. Это не касается скоростных поездов и поездов, где вы сидите именно как в самолете по 2 сиденья, там можно есть и пить, и делать что хотите в принципе, потому что вы не мешаете людям, кто рядом с вами сидит, как в обычном поезде. Третье. Не стойте где попало, а смотрите под ноги. Когда я только приехала в Японию, я долго не могла к этому привыкнуть, но здесь все всегда стоят в очередях, и при этом не просто в очереди, которая хаос какой-то, и ты не знаешь, кто за кем стоит, а именно в линеечку, один человек за другим. И
Это не только потому, что японцы воспитаны так, но и потому, что здесь все очень понятно расписано на полу. Если вы посмотрите под ноги, допустим, на станции, если вы ждете поезд, всегда есть надписи и даже рисуночки ног, которые показывают, где нужно стоять. Например, бывает такое, что на одну и ту же платформу приезжают разные поезда, и чтобы люди становились не в одну общую очередь, а именно в очередь на свой поезд, на полу написано, куда нужно стать, где очередь в этот поезд, а где очередь в этот поезд стоит. Это касается и ступеней, часто нарисованы стрелочки, с какой стороны идти вниз, а с какой наверх подниматься. Четвертое, когда вы пользуетесь эскалатором в Токио, нужно становиться с левой стороны, потому что с правой стороны обычно люди ходят, и если вы стали справа, или, допустим, ваш чемодан стоит справа, то люди не смогут идти наверх, допустим, если они спешили на поезд или спешили с поезда, и образуется целая очередь недовольных людей, кто хотел справа идти по эскалатору, хотя, конечно, в Японии не советуют это делать, между прочим, но это до сих пор привычка многих японцев ходить по эскалатору с правой стороны, поэтому лучше становиться с левой стороны. Есть небольшой подвох, это в основном в Токио и также в центральной части Японии, южной части Японии, но это не касается Кансай. Кансай — это Осака, Нара и другие города в том регионе, кроме Киото. Тут немножко трудно, можно запутаться. Там становятся с правой стороны, в Осака и в Нара. В Киото, как и в Токио, с левой стороны. Поэтому я бы советовала, если вы забыли, с какой стороны становиться, становитесь с левой стороны. Пусть думают, что вы из Токио приехали. Или становитесь так, как стоит человек перед вами. Пятое. Не балуйтесь, когда вы едите палочками. В Японии есть очень много разных правил поведения за столом, и у меня есть отдельное видео, где я рассказываю о том, что можно и нельзя делать в Японии, когда вы едите. Кому интересно, посмотрите позже. Но основное, что нельзя делать, это первое — втыкать палочки в еду. Допустим, если у вас есть плошка риса, в нее нельзя втыкать палочки. Если вы хотите палочки положить, то можно положить их на тарелку или вниз на стол на подставку для палочек. Иногда японцы делают даже отдельно сами подставку из бумажки или из салфетки. И это нельзя делать, потому что обычно у японцев это ассоциируется с похоронами. В Японии у многих есть в доме алтарь, где стоит фотография умерших предков, и туда обычно преподносят еду, и часто это белый рис, куда вот так вот втыкают палочки, именно вертикально. Поэтому, если вы втыкаете палочки в еду, это ассоциируется со смертью, похоронами, и ничего хорошего в этом нет. Второе, это нельзя показывать палочками на людей или на еду. На людей, понятное дело, это как и с пальцем, что нельзя в людей тыкать пальцем, это неприлично, но и на еду тоже. Допустим, если вы сидите за столом и вы хотите, чтобы вам передали что-то, нельзя вот так вот палочками показывать, что мне, пожалуйста, дайте вот эти онигири. Нужно палочки положить, и можно показать в этом случае пальцем, конечно же, но лучше будет рукой показать. Или также японцы часто показывают подбородком, вот так вот. А, мне вот это вот, пожалуйста, вот это вот, пожалуйста, вот так вот. И третье, нельзя брать одновременно одну вещь палочками двум разным людям. Это тоже ассоциируется с похоронами, потому что в Японии обычно кремируют, и когда скремировали человека, от него остался прах, а также кости. И в Японии есть такая интересная традиция, на похоронах обычно родственники берут эти оставшиеся кости, и как последнее прощание с этим членом семьи, они передают их по кругу всех родственников палочками, то есть от человека к человеку палочками передают кости и берутся одновременно палочками за кость. Шестое. Не кусайте еду. Вика, ты что, совсем уже офигела? Подождите, дайте мне договорить. В японской традиционной кухне многие блюда приготовлены уже с расчетом, что это на один укус. Допустим, если это караге, жареная курочка, или если это суши, которые, думаю, многие знают, нигиридзуши, оно рассчитано на один укус. И считается неприличным, если вы берете и откусываете половину суши, и потом возвращаете оставшуюся половинку суши в тарелку. Это считается плохой манерой, и, честно скажу, я иногда грешу, потому что не всегда у меня получается за один раз съесть что-то, у меня маленький рот, наверное. И да, меня Изами иногда поправляет и говорит, что нельзя так делать. Если ты думаешь, что ты не можешь съесть
в один укус что-то, то нужно это палочками разделить на, допустим, 2 части, и дальше уже есть за один укус. Ну что ж, вы поели, съели суши за один укус, не втыкали палочки в вашу еду. Что дальше? Когда вы оплачиваете ваш счет в ресторане или в магазине, 7. Не давайте купюры в руки. Это в Японии не то, что плохая манера, но так здесь никто не делает, поэтому это может немного ввести в ступор официанта или человека, кто стоит, работает на кассе. Обычно деньги ложат в монетницу, в лоток для денег. Раньше в Японии давали сдачу в руки, что было очень удобно. Вам обычно давали вначале в руку чек, и потом сверху сдачу, копейки или деньги бумажные. Но сейчас из-за короны перестали так делать, к сожалению или к счастью, поэтому сдачи сейчас тоже дают в лоточек для денег. 8. Не нужно оставлять чаевые. В Японии нет культуры чаевых, как, допустим, в Америке или в некоторых странах Европы, поэтому если вы оставили чаевые, японцы будут в шоке, они не будут знать, что делать с этими деньгами и постараются вам их вернуть, или будут советоваться с менеджером ресторана, нужно ли делить эти деньги между всеми работающими в ресторане, или можно себе их оставить, или лучше их кинуть в коробку с донациями и так далее. Поэтому я бы не советовала в Японии чаевые оставлять, не потому что это неприлично, а потому что это просто не принято. 9. Когда вы носите японскую традиционную одежду кимоно или юката, нельзя запахивать правой стороной вверх. Японцы совершенно не против, чтобы иностранцы носили японскую традиционную одежду, и часто я вижу дебаты между именно иностранцами или японцами, кто родился и вырос за границей, и говорит, что это может быть апроприация, если люди из другой культуры и не с японской внешностью носят кимоно. Но японцы, кто именно живет в Японии, сколько я не общалась с разными людьми или не читала комментарии, статьи, ревью и так далее, большинство людей за и, наоборот, поддерживает, чтобы иностранцы пробовали на себе японскую традиционную одежду, и даже иногда можно увидеть моделей иностранной внешности в поезде, на рекламе, где девушка иностранка, но при этом в японском кимоно. Поэтому я бы сказала с уверенностью, что многие японцы не против, чтобы люди не японской внешности носили кимоно, если они делают это правильно и с уважением. И самая, наверное, большая ошибка, которую можно совершить, если вы надеваете кимоно, это запах. Нельзя запахивать кимоно правой стороной вверх, потому что обычно так одевают кимоно на умерших людей. И, возможно, вы даже в аниме могли видеть, что призраки в белом кимоно, у них тоже обычно запах, правая сторона сверху. У обычных живых людей левая сторона сверху должна быть. И это легко запомнить, что с левой стороны есть сердце, и поэтому пока вы живой человек, левая сторона у вас сверху. Это самое главное правило, когда вы носите кимоно. Кроме него все остальное не настолько строго. Сейчас японцы комбинируют кимоно с разной современной одеждой, как, допустим, джинсы, рубашки, юбки. Кимоно могут даже перешивать в платье или укорачивать, делать из него штаны, сумки и так далее. Это не считается чем-то плохим, если вы переделываете кимоно во что-то другое, или если вы совмещаете кимоно с другими элементами европейской одежды, допустим, или делаете его более субкультурным, пока вы носите левую сторону сверху. И 10. Если вы решили пойти в японский общественный горячий источник, там тоже есть некоторые правила, которые нужно соблюдать. И 2 основных правила. Это первое, вам нужно быть полностью голыми. Да, в Японии обычно в горячих источниках купаются не в купальниках, не в нижнем белье, а полностью голыми. К счастью, мужские и женские источники раздельно, поэтому в этом плане волноваться не нужно, но нужно все полностью снять. И это бывает тяжело принять людям из другой культуры, мне тоже нужно было время, чтобы к этому привыкнуть. И даже было недавно смешно, когда у меня родители приезжали в гости, мы пошли только девочками в горячий источник, моя мама, моя сестра, и моей маме было очень трудно себя заставить полностью все снять. В итоге она сняла лифчик, но пошла в трусах в горячий источник. И японцы иногда бывают очень строгие, даже если они видят, что ты иностранец,
они все равно могут сделать замечание. Не всегда, конечно, от человека зависит, но нам так повезло, видимо. Моя мама сидела в отдельном маленьком горячем источнике, где был, получается, вот один большой общественный источник и много маленьких еще отдельных. Она сидела в отдельном горячем источнике, к ней подошла бабушка-японка и сделала замечание, что трусы тоже нужно снять. Потому что, да, это часть японской культуры, и считается, что не очень хорошо, если вы в трусах или в купальнике зашли в горячую воду, где разные минералы, и это может как-то расплавиться и запачкать воду, как японцы считают, поэтому нужно быть полностью голыми. Нельзя из-за этого тоже, кстати, полотенце макать в воду и опускать, чтобы оно было в воде. И второе очень важное правило: перед тем, как заходить в сам горячий источник, нужно хорошо принять душ и помыться. Считайте как бассейн, поэтому перед тем, как зайти в горячий источник, нужно хорошо помыться с мылом, голову желательно помыть. И да, нужно будет еще раз помыться, когда вы выходите из горячего источника, потому что, опять-таки, разные минералы, которые нужно смыть, иначе вы будете потом чесаться. И у меня есть отдельное видео о том, как правильно принимать горячие источники, Изами в главной роли там, поэтому, кому интересно, посмотрите. И я надеюсь, что вам было интересно сегодняшнее видео, вы для себя новые правила подчеркнули, которые лучше в Японии соблюдать. Я, конечно, не хочу запугать вас и рассказать, что в Японии все настолько трудно и страшно, но Япония — это страна, где у людей тоже есть свои какие-то понятия, как нужно себя вести. И я не помню точно, кто именно, но какая-то знаменитая личность, которая приезжала в Японию недавно, сказала, что Япония — это как парк аттракционов. Но я понимаю, что это была похвала, что в Японии так интересно и весело, куда бы ты ни пошел. Но нет, Япония — это не парк аттракционов, это страна, где живут реальные люди, кто каждое утро ездит на работу или в школу, кто уставший после работы едет домой. И если люди себя ведут, как будто они пришли в парк аттракционов, они приехали к кому-то домой, то это не очень хорошо. Поэтому, да, если вы не знаете, как себя вести, лучше ведите себя, как все остальные, желательно японцы, и это облегчит вам жизнь в Японии. Надеюсь, что вам было интересно это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока!